Гигантская каменная чаша, замершая в самом сердце Рима, неизменно вызывает трепет и изумление у каждого, кто сталкивается с ней впервые. С одной стороны, это грандиозное здание кажется абсолютно монолитным и пугающе мощным, но стоит сделать всего несколько десятков шагов и обогнуть массивное сооружение, как привычная картина мира резко рушится. Огромный сегмент внешней стены здесь попросту отсутствует, выставляя на показ оголенные внутренние коридоры и зияющие пустотой пролеты. Глядя на эти изломанные, неровные края, сегодня почти невозможно вообразить, что когда-то амфитеатр представлял собой безупречно симметричное и полностью замкнутое кольцо. В наши дни от его былого имперского величия остался лишь своего рода остров, который выглядит как забытая сломанная игрушка на фоне суеты современных кварталов. Большинство людей привыкло считать это следствием естественного старения времени. Однако за каждой пустой нишей и за каждым исчезнувшим блоком скрывается вполне конкретное историческое событие. Куда же именно испарились эти миллионы тонн тяжелейшего камня и почему одна сторона здания выстояла, а вторая превратилась в груду руин, остается, пожалуй, главной загадкой этого монументального места. Чтобы разгадать ее, необходимо восстановить всю цепочку событий и осознать, как величайшая постройка в истории человечества начала буквально таять на глазах у целых поколений жителей города. Для того, чтобы в полной мере оценить масштаб этой потери, стоит на мгновение перенестись в прошлое и увидеть Колизей в его первозданном великолепии. Это была не просто арена для кровавых зрелищ, а подлинный символ триумфа имперской власти и инженерного гения. Возведение этого титана началось в 70-м году нашей эры и завершилось всего через 8 лет, что даже по меркам наших дней, вооруженных технологиями, кажется фантастически коротким сроком. Представьте только, тысячи рабов и вольнонаемных рабочих ежедневно доставляли на строительную площадку колоссальные глыбы белого камня. Фасад здания был полностью облицован светлыми плитами травертина, которые под палящим итальянским солнцем сияли настолько ярко, что буквально слепили случайных прохожих. В ту эпоху амфитеатр вовсе не напоминал угрюмые серые руины. Он высился сверкающей белоснежной горой посреди тесного города. Примечательно, что античные строители не использовали ни грамма цемента или клея для скрепления внешних стен. Тяжелые каменные блоки удерживались исключительно за счет собственной колоссальной массы и идеальной филигранной подгонки краев. А чтобы такая сложная конструкция не разошлась со временем, внутри камней вырубали специальные пазы, в которые вставляли массивные железные стержни. Эти скобы намертво шивали здание изнутри, формируя невидимый, но невероятно прочный металлический каркас, на создание которого ушло около 300 тонн ценнейшего железа. Именно за ним спустя столетия начнется настоящая варварская охота. Внутреннее убранство было устроено еще роскошнее. Места для патрициев и знати облицовывали чистейшим мрамором, а в каждом арочном проеме стояли реалистичные изваяния богов и героев. В особо жаркие дни над трибунами натягивали веларий — огромный тканевый купол, призванный защитить 50 тысяч зрителей от испепеляющих лучей. Колизей проектировался как вечный объект, способный пережить века, но история распорядилась иначе. Когда после серии катастроф Южная стена окончательно рухнула, амфитеатр перестал восприниматься как государственный объект и превратился в своего рода ничейную территорию, после чего начался один из самых причудливых периодов в его существовании. Огромные пустые арки, служившие некогда парадными входами для ревущей толпы, начали плавно превращаться в обыденные жилые помещения. Вообразите, что вы прогуливаетесь по Риму того времени и видите, как внутри величайшего памятника античной эпохи развешано сохнущее белье,
Из самодельных печных труб валит густой дым, а на самой арене мирно пасутся домашние животные. Это не было разовой акцией бродяг. Внутри стен возник полноценный городской квартал со своим укладом и правилами. Люди возводили внутри каменных сводов деревянные перекрытия, дробя высокие пролеты на 2 или 3 жилых уровня. Получались своеобразные квартиры, где на нижнем ярусе могла располагаться кузница или сапожная мастерская, а наверху ютилась семья ремесленника. В архивах тех лет сохранились записи о том, что эти своды официально сдавались в аренду и даже выступали предметом купли-продажи. Влиятельные городские кланы владели целыми секторами Колизея, подобно тому, как современные инвесторы владеют торговыми центрами. Внутри арок обустраивали не только дома, но и склады, конюшни и даже крошечные приходские церкви. Арена, пропитанная кровью гладиаторов, была засыпана толстым слоем земли и превратилась в гигантский коммунальный огород, где жители выращивали овощи и фрукты, используя вековые стены как надежную защиту от ветров. Колизей в те годы напоминал живой пульсирующий муравейник, где жизнь кипела в каждом уцелевшем углу. Вместо императоров по его истертым лестницам бегали дети, а вместо рева хищников доносился стук молотов и мычание скота. Разумеется, такое соседство не могло пройти для здания бесследно. Чтобы сделать свое жилье уютнее, обитатели безжалостно пробивали в древней кладке новые дверные проемы и окна, фатально нарушая общую прочность конструкции. Они использовали драгоценные мраморные плиты с трибун в качестве столешниц или просто как строительный мусор для заделки дыр в полу. Амфитеатр стремительно терял свой благородный облик, обрастая хаотичными пристройками из грубого кирпича и грязи. Именно в этот мрачный период здание подверглось самому бессистемному разрушению. Если официальные власти вывозили камни целыми телегами, то простые горожане понемногу стачивали его изнутри, приспосабливая великую архитектуру под свой непритязательный быт. Для человека эпохи Средневековья Колизей перестал быть памятником, превратившись в удобную скалу с готовыми пещерами, где было сухо и безопасно жить. Эта бытовая колонизация длилась столетиями, и именно из-за нее внутренние галереи сегодня выглядят столь изрезанными и неровными. Позже, когда людей все же начали принудительно выселять из амфитеатра ради его спасения, археологи обнаруживали в толще стен остатки дымоходов и следы средневековых кухонь, которые буквально вросли в античную плоть. В XI веке одна могущественная римская семья даже трансформировала амфитеатр в свою личную укрепленную крепость, заложив кирпичом многие открытые пролеты. Это на время спасло часть конструкции, но ненадолго. Как только власть в городе сменилась, новые хозяева рассудили, что Колизей — это слишком дорогое удовольствие, которое гораздо выгоднее использовать в качестве неисчерпаемого источника строительного камня. Началась эпоха, вошедшая в историю как официальный разбор памятника. Здесь кроется один из самых поразительных фактов. Вывоз камня не считался воровством в чистом виде. Это была четко отлаженная государственная машина. Заключались специальные контракты, по которым подрядчики получали право забирать определенное количество блоков в обмен на долю прибыли или определенные услуги для нужд города. На месте обрушившейся южной стены образовалась колоссальная площадь, доверху заваленная обломками, которую люди прозвали каменным лесом. Каждый массивный блок был тщательно пронумерован и подготовлен к транспортировке. Оказавшись в Риме 500 лет назад, вы бы застали бесконечную вереницу телег, запряженных быками, которые медленно и натужно тащили части Колизея к новым строительным площадкам. Это походило на медленное угасание раненого гиганта, который больше не мог сопротивляться. Один из популярных маршрутов вел к реке Тибр,
где из античных глыб возводили портовые сооружения и укрепляли набережные, чтобы уберечь город от разливов. Но самое невероятное применение камня случилось при постройке Палаццо Венеция. Это величественное здание в самом сердце Рима почти целиком состоит из переработанного тела Колизея. Его фундамент, мощные внешние стены и даже внутренние перекрытия созданы из того самого белого травертина, который когда-то служил фасадом амфитеатра. Вглядываясь в его массивные стены, вы фактически видите ту самую исчезнувшую южную сторону, просто сменившую форму и адрес. Аналогичная судьба постигла и Палаццо Барберини. В народе даже сложилась поговорка о том, что то, что не разрушили варвары, растащили Барберини. Эта аристократическая семья с личного позволения папы вывезла столько материала, что его хватило бы на застройку целого квартала. Но мало кто догадывается, что фрагменты Колизея разъехались гораздо дальше известных дворцов. К примеру, циклопические блоки травертина послужили основой для строительства собора Святого Петра, главного храма католического мира. Чтобы доставить туда эти тяжелейшие камни, инженерам приходилось возводить временные мосты и укреплять дороги, не выдерживавшие веса античных глыб. Даже древний мост Честио, по которому каждый день проходят тысячи людей, скрывает в себе частицы трибун амфитеатра, надежно запрятанные под слоями поздней облицовки. При этом процесс переработки не всегда был созидательным. Если крупные блоки шли в дело целиком, то мелкие обломки и тонкий декор ждала иная, печальная участь. Вдоль дорог, ведущих от арены, круглосуточно дымили специальные печи, в которые бросали бесценные мраморные капители, статуи и карнизы, чтобы просто пережечь их в обычную известь. Это был простейший и самый дешевый способ получить раствор для кладки обычных домов. И так элитный мрамор превращался в пыль и строительный клей для новых церквей. Это объясняет, почему сегодня внутри здания мы видим лишь голый бетонный скелет. Все, что имело хоть малейшую рыночную ценность, было либо встроено в новые стены, либо уничтожено ради практической выгоды. Таким образом, Колизей не просто исчез, он был методично интегрирован в саму плоть современного города. Рим буквально вырос из обломков своего главного символа, сделав памятник фундаментом новой жизни. Причина такой настойчивости в разборе здания была проста — исключительное качество материалов. Древние римляне использовали настолько плотный известняк, что с годами он становился лишь прочнее. Работать с ним было истинным удовольствием, а постройки из него обещали стоять вечно. К тому же в те времена не существовало понятия исторической ценности в нашем понимании. Колизей воспринимали как пережиток языческого прошлого, полезный лишь как склад бесплатных ресурсов. Из его камней делали даже лестничные ступени в обычных жилых домах, и по сей день в подвалах старых римских зданий можно встретить характерные изогнутые блоки, некогда бывшие частью трибун. Однако искателей наживы манил не только камень. Самым вожделенным ресурсом оставалось то самое железо, скреплявшее конструкцию. Наступила эпоха Великого разграбления, когда стены целенаправленно долбили, чтобы извлечь металлические штыри. Каждая из тысяч дыр, которыми усеян фасад сегодня, это не следствие войны, а отметина от долота средневекового охотника за металлом. Железо выковыривали и переплавляли на подковы, ножи и инструменты, и этот промысел стал настолько массовым, что в нем были задействованы целые артели мастеров, умевших по звуку определять местонахождение скрепы внутри камня. Иногда блоки трескались и обрушивались, приводя к гибели людей, но жажда наживы перевешивала страх. С каждым вытащенным куском металла здание теряло свой внутренний стержень и начинало медленно оседать под собственным весом. Из величественного кольца Колизей превращался в ту самую разорванную подкову, которую мы знаем теперь.
В какой-то момент заброшенный амфитеатр стал обрастать жуткими легендами, пугавшими прохожих рассказами о станах, доносящихся по ночам из проломов, что немного притормозило разорение простым людям, но не остановило церковь и знать. В отчетах того времени упоминается, как за раз вывозилось по 40 телег чистейшего мрамора для украшения частных фонтанов. Здание буквально таяло под итальянским солнцем, пока в XVIII веке папа Бенедикт XIV не совершил гениальный ход, провозгласив Колизей местом мученичества христиан. Несмотря на отсутствие прямых доказательств массовых казней именно здесь, статус святыни спас стены от окончательного уничтожения, воровство камня приравняли к святотатству. Только благодаря этому религиозному щиту мы сегодня видим хотя бы часть фасада. А в XIX веке научные раскопки открыли миру систему подземных лифтов и люков, скрывавшихся под полом арены. Сложнейший технический комплекс, законсервированный мусором и временем. Сегодня мы понимаем, что пропавшая половина Колизея никуда не исчезла. Она растворена в соборе Святого Петра, в мостах и виллах Рима. Долгое время загадкой оставалась лишь избирательность разрушения, почему одна сторона выстояла, а другая пала. Ответ дала геология. Амфитеатр возвели на месте осушенного озера, и если северная часть покоится на твердом пласте известняка, то южная оказалась на коварной, мягкой почве. Гигантское сооружение опиралось одной стороной на скалу, а другой — на податливую губку. При землетрясениях, особенно в середине V века и катастрофическом сентябре 1349 года, южная сторона резонировала и вибрировала сильнее, что привело к роковому разлому. Когда идеальное кольцо разорвалось, жители Рима окончательно перестали видеть в нем храм архитектуры, превратив руины в бесплатный карьер. Современный Колизей — это самый большой в мире пазл, который пытаются собрать лучшие инженеры и историки планеты. Мы видим массивные кирпичные заплатки-контрфорсы, удерживающие уцелевшую стену от падения, и сотни датчиков, фиксирующих вибрации от проходящих рядом поездов метро. Ученые даже выяснили, что восстановить его современными материалами невозможно из-за разницы в тепловом расширении античного камня и нового бетона. Теперь фасад бережно чистят лазерами, обнажая подлинный светлый цвет травертина. Колизей сегодня — это не просто руины, а самый дорогой актив Италии, приносящий миллиарды и мерило нашей способности хранить наследие. Его рваные края, изъеденные временем и людьми, делают его живым свидетельством выживания цивилизации. Это памятник тому, как город поглотил свое прошлое, чтобы построить будущее. И пока стоит этот израненный гигант, согласно древнему пророчеству, будет стоять и сам Рим. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.